Hello, Peoples, вы на канале Twinkie Talks, и этот выпуск игры новостей получился насыщенным, так как многие фесты и показы летние уже прошли. В целом, я думаю, тут больше времени уделиться именно этому, а не как в привычных прошлых частях рубрики. Нам точно будет на что посмотреть с них, дабы не тратить время, давайте сразу начнем. Первая у нас прошла 2 июня State of Play. И оттуда хочется упомянуть первоочередно God of War Lafay. Новая часть известной вселенной даст нам, наконец, ура, поиграть не за Кратоса, а за воительницу Лауфей, что по совместительству еще и его жена. Что для меня все еще странно, и остается загадкой, как она вообще на него купилась. Ну да ладно. Судя из криков некоторых прошлого видео в комментариях, я поняла, что тема острая. Так вот, Фэй у нас буквально восстает из мертвых и вынуждена найти способ помочь себе и другим, проходя опасности из загробного мира. Как стало известно, в игре смешаются разные культурные мотивы и мифологии, а основной антагонисткой будет богиня Сехмет, богиня войны. Судя по геймплею в трейлере, эта часть будет более динамичной, чем прошлое, что лично мне довольно-таки нравится. Плюс там есть загадочный интересный куб, который некоторые уже, правда, успели засрать, но мне все равно прикольно и нравится тоже. Игра будет эксклюзивом для PlayStation 5, к сожалению, для меня, потому что вот ее я, может, и купила, но если бы она была на ПК снова же, ну да ладно, даты релиза пока нет. Marvel's Wolverine представили геймплей-трейлер, в котором показали некоторых личностей, с которыми предстоит столкнуться в игре. Плюс, конечно, боевку в виде динамичных боевых приемов Логана, также элементы стелса, поездки на мотоцикле и боевые кат-сцены. Мне лично игра не шибко интересна, но anyway, она запланирована на 15 сентября эксклюзивом для PlayStation 5. Silent Hill Townfall, о котором мы с вами как-то уже говорили в прошлых выпусках игры новостей, представил новый трейлер. В нем мы знакомимся с новой героиней по имени Зои, а еще нам показывают криповое существо без лица, от которого наш ГГ прячется и пытается отвлечь камнем, чтобы сбежать. Классическая атмосфера хоррора от первого лица, я уверена, понравится многим, мне в частности. Плюс ко всему, Konami раскрыли дату выхода игры, это 24 сентября на PlayStation 5 и ПК. Предзаказы уже открыты, и за него дадут ранний доступ за 2 дня до релиза, а также за делюкс создания можно получить привычные плюшки в виде скинов, артбука и саунда. Следующая игра The Lost Wild хоррор от первого лица с рейтингом 18+, из-за своей кровожадности. Всем, кто интересуется тематикой динозавров или хотят вайбов юрского периода, должна понравиться эта игра. Сюжет будет около 10 часов, играем мы за журналистку, что застряла в исследовательском комплексе, и спасаться и выживать в игре придется зачастую бегством, потому что, сами понимаете, с динозаврами не сильно потекаешься. Запланирован выход игры на 2027 год для PlayStation 5 и ПК. Там же показали новый трейлер к уже анонсированному ремейку Tomb Raider Legacy of Atlantis. Я, девочки, имею сильные сомнения на ее счет, и мне очень не нравится, как ее подают. Но упомянуть стоит хотя бы ради того, чтобы это высказать. На самом деле там еще с первого трейлера были споры и было видно проблемы, так что... Да, anyway, головоломки, руины, ловушки, тайны, все по базе, и также показали локации врагов и элементы платформинга. Релиз намечен на 12 февраля 2027 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox. Также была анонсирована Until Dawn 2. В трейлере я заметила сразу Нила Ньюбана, который еще Астариан, девочки, да. И также я заметила там Билли из ОСД, имя актера Дейк Монтгомери. Остальных, к сожалению, я не знаю или просто не вспомнила. Хоррор хоть и называется вторая часть, но повествует о новых героинях в новом мире и с новым сюжетом. Команда, что охотится на привидений, решает отправиться в тропики, чтобы отснять свой эпизод. Но там явно что-то идет не так, и они оказываются в опасности. Игра снова будет иметь систему выборов и последствий от всех решений. Релиз будет в 2027 году эксклюзивом на PlayStation 5. Я хочу также упомянуть анонс игры Bunch of the Chef. Это приквел в 3D стиле, кулинарный симулятор с элементами приключения. Не знаю, как вам, но мне по какой-то причине он показался забавным, поэтому я решила добавить его тоже. В игре будет нужно путешествовать по Азии, учиться и готовить разные блюда. Даты релиза пока нет. Довольно старую серию спустя 20 лет решили возродить. Это Stuntman Hollywood. Мы выступаем в роли каскадера в этом зрелищном гоночном экшене, выполняя опасные трюки, которые меняются в каждом эпизоде. Взрывы, драйв, скорость – все это ждет нас в игре, которая выйдет для ПК, PlayStation 5 и Xbox. Даты выхода пока нет. Кстати, что интересно, чисто из-за этого трейлера рандомно вспомнила момент, что один подписчик когда-то очень-очень давно еще в Инстаграме скинул мне, как сделал машину с моим лейблом. Я не знаю почему, но он, кажется, просто увлекался такими штуками, и вот я показываю вам, настало его время.
Следующим фестивалем 5 июня прошел Summer Game Fest 2026. Как кто-то сказала, Final Fantasy Game Fest. Можно я не буду это упоминать, да? Спасибо, пожалуйста. Из интересного я знаю, что многие девочки ждали этого, анонсировали ремейк, о котором уже давненько ходили слухи. Это Resident Evil Veronica. Тут мы возвращаемся к истокам с Клэр Редфилд, что ищет своего брата. Трейлер в своем привычном стиле, жутковатый, с темной хоррорной атмосферой. Выход будет на всех платформах, на ПК, PlayStation 5, Xbox и Nintendo Switch 2. Точной даты релиза пока нет, но это 2027 год. Вот тут пусть богиня, конечно, милует, но там же вышел трейлер Stellar Blade Blood Rain. Я тут ничего говорить не буду, все мои мысли есть в прошлом видео с горением. Я там попутно и подробно сказала все, что думаю, все, что считаю нужным. Рекомендую к просмотру, девочки. Насчет этой гуннерской игры мало что можно сказать. Все базово стандарта для нее, ну, может, только немного хуже. Или много. Я молчу про все, что там визуально не так, но меня даже и геймплей посредственно не привлек бы, я не знаю. Кстати, плюс ко всему, китайские геймерши заметили, что в трейлере было дофига яишки, так как даже иероглифы на заднем фоне просто не существуют. И даже если это временная заглушка, лучше оно не становится, как по мне, только усугубляет свое плачевное положение. Итак, если ты гуннер, то игра выйдет в 2027 году. Возможно. Если не гуннер, то мои поздравления. Идем дальше. Нам показали сразу два трейлера, один из которых ремастер, а вторая новая часть — это The Wolf Among Us. Игру не жду, она меня напрягает и раздражает, я даже когда-то начала ее проходить на летсплее, но надолго меня не хватило, однако для осведомления сказать нужно. В трейлере второй части показали немного того же неприятного ГГшечку волка на фоне доски расследования, куча разных мужчинок и существ тоже, и где-то там еще мелькнула женщина. Особого смысла, казалось, в трейлере не было, да и в целом разработка второй части, конечно, у них заняла как-то дофига времени. Выйдет эта вторая часть в 2027 году на ПК, PlayStation, Xbox и Switch. Следующую игру разработали во главе с бывшим творческим директором Forza Horizon 5, это Clutch. Я еще на показе увидела снова ключоров про Волк, потому что там у нас ГГ не белый, и в моменте, кажется, женщину-гонщицу показали. А значит, это нам надо упомянуть. Это будет сюжетная гоночная игра с открытым миром, с кинематографическими сценами, ну и, в общем-то, вы сами на трейлере все видите. Релиз планируется на весну 2027 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox. Я считаю, что следующая игра — это вишенка среди игр. Девочки, Hot Wheels Infinite Rush. Игрушечные машинки теперь в открытом мире. Нас ждут разные локации, испытания, еще там были забавные уточки-машинки в трейлере. В общем-то, больше мне сказать и нечего, потому что я не особо интересуюсь ни Hot Wheels, ни гонками, но все равно добавить надо было, потому что, ну, прикольно, нет? Да, и вроде как знаменитая, довольно известная серия. Выйдет она 24 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox и Nintendo Switch 2. Among Us Story on Guard. Следующий анонс у нас, то есть Амогусики, да-да. Спин-офф будет сюжетный, причем в одиночном приключении. Там нужно будет расследовать преступления в виртуальном мире в поисках предателя. Выйдет оно только на ПК, даты релиза пока нет, но 15 июня выйдет демо-версия игры. Новые сразу два трейлера получила вампирская игра The Blood of Dawn Walker, и если бы не неприятный ГГ-мужчина и не компания, что приложила руку к созданию, ну, точнее, люди оттуда, я бы даже ее купила. Потому что тематика и все вот это интересно мне, но не, что-то не хочу пока. Просто чувствую, что там еще плюс ко всему может быть какое-то говно неприятное, так что... В первом трейлере были разные игровые сцены, элементы драк в кинематографическом виде, а второй — это тизер будущей игры во франшизе, где ГГ из Dawn Walker будет уже в современном мире. При этом там он даже как-то похож на Геральта будто в конце. The Blood of Dawn Walker выйдет 3 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox. Star Wars Zero Company также получила новый геймплейный трейлер. Я не фанатка франшизы, но может кому-то понравится. Плюс там даже появится Энакин Скайуокер. Это пошаговая тактическая стратегия, где нам предстоит столкнуться с угрозой галактического масштаба. Выйдет она 27 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox. So Genesis, хоррор по мотивам Пилы. Я сама не так давно с сестрой и мамой пересматривала все части Пилы, так что этот анонс мне прям интересен. Игра будет многопользовательская 3 против 1 во вселенной мира Пилы и с сохранением атмосферы фильмов. В игре будет показан как бы предок, скажем так, но не буквально, Пилы со времен после Первой мировой. А играть сможем как за самого Умана, так и за его жертв. Даты выхода пока нет, известно лишь, что она стартует изначально в раннем доступе и только для ПК. Ой, следующая игра мне прям очень интересная. Я сразу подумала о том, что мне это нужно, потому что игра про ведьм, и это, что удивило, даже не Assassin's Creed, которая Хекса, хотя она и сделана с участием одного из создателей серии. 1666 Амстердам. Пролог ее уже в Стиме можно скачать бесплатно, кстати. Это будет мрачное сюжетное приключение третьего лица с боями, возможностью выбора разных стратегий и просто разными решениями. А еще важно, в трейлере были кошечки, а я обожаю кошечек. Честно говорю, пока смотрела весь трейлер, у меня мурашки по коже пошли. Ну, очень
очень атмосферно, круто, классно, детализировано, я прям очень-очень на нее надеюсь. Выйти она должна в раннем доступе примерно в конце этого года. Guild Wars 3 — новое ММО, события которые происходят за 1000 лет до оригинала. В игре придется стать защитницей людей и духов в приключении по красочному миру. В самом трейлере показано не так много, чтобы можно было сейчас что-то говорить масштабно, но пока известно лишь, что бета-тест планируется на осень 2027 года для ПК и PlayStation 5. Там же показали Crossfire от бывших разработок Call of Duty. Это сюжетная однопользовательская AAA-игра, как сообщается, про историю Лейлы и ее вынужденного союзника, так как изначально они находятся по разные стороны. В игре будут, конечно, бои, также скрытность, разные тактики и окружающий мир, который может стать как помощью в приключении и борьбе, так и, напротив, ухудшить положение. Даты релиза пока нет, выйдет игра для ПК, PlayStation 5 и Xbox. Следующий анонс был кооп экшен-выживач с какими-то научно-фантастическими элементами — Hex. Там мы окажемся вместе, окутанным странным туманом, в поисках пропавших из экспедиции людей. Плюс в трейлере показали какое-то странное внешнее существо, мне червя-мутанта напомнил Яхаза, и еще некоторых других врагов. Выход планируется на 2027 год, вроде только для ПК. Я вам сейчас скажу, но вы не удивляйтесь. Я не знаю, кто такой Тупак Шакур. Но видела, что многие то ли рады, то ли удивлены, что он будет в следующей анонсированной игре Stranger Than Heaven. Приквел, судя по всему, к Якудзе расскажет историю одного азиатского клана. В трейлере мы видим кучу мужчин с татуировками в бане, один из которых, как я поняла, и есть ГГ. Его потом показывают одетым, правда, но ничего. Ладно, если серьезно, я не особо интересуюсь этой игрой, но кто ждет, знайте, выйдет она 15 января следующего года для ПК, PlayStation 5 и Xbox. Новая научно-фантастическая игра под названием Gen Atlas с огромными роботами, что особенно видно на фоне людей. У кого мегалофобия, конечно, соболезную, потому что у меня да. По трейлеру ничего не ясно, но очень интересно. Ну, кроме того, что там будут бои снова же, фантастика разная, приключения в какой-то дюне или типа того. Даты релиза пока нет, но известно, что игра будет для ПК, PlayStation 5 и Xbox. Alien Isolation 2. Следующий релиз, который был довольно ожидаем. Я сама не так давно пробовала поиграть в первую часть, прошла там какое-то время, но забросила, потому что мне сама тематика как-то не интересна. И в целом никогда не была интересна вся эта космическая история про ксеноморф. Однако я бы не сказала, что игра в целом плохая, напротив. Итак, вторая часть, в отличие от первой, будет происходить на планете, а не на космическом корабле, хотя менее атмосферно от этого не становится. Конечно, в основу войдет попытка спастись от ксеноморфа, или как его привыкли называть, чужого. В трейлере его тоже показали, к слову, ну и выглядит сам трейлер довольно хорошо. Даты релиза пока нет, но выйдет игра для ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и Xbox. Там же показали два небольших, не особо информативных трейлеров к новой Cuphead. Про один практически ничего не известно, так как он на ранней стадии разработки, а второй под названием Mighty Cuphead Adventure — это классический ретро-платформер в 8-битном стиле. Даты релиза пока нет. Там же следом прошла Day of the Devs, где было несколько интересных, на мой взгляд, анонсов. Например, ретро-хоррор Tenebris Somnia выкатил необычный трейлер, где были сочетания геймплея и кинематографических отрывков. Игра про женщину Джулию, у которой снятся жуткие кошмары про ее парня. Впоследствии чего ей предстоит выбраться из одного из подобных кошмаров. Мне лично игра показалась интересной, и можете писать как вам. Выйдет она 16 октября для ПК, PlayStation 5, Xbox и Switch. В Steam, кстати, есть ее демка. И такая ролевая интерактивная новелла с глубоким сюжетом, в которой, играя за юристку Пенелопу, мы обнаружим в багажнике ее машины заложника. Сама суть игры посвящена защите экологических прав, и нам нужно будет влиять на сюжет своими выборами, взаимодействовать, общаться с NPC, осматривать локации, открывать новые сюжетные линии. И в зависимости от стиля игры, кстати, могут быть разные концовки. Как я поняла, их там 7 штук, что в целом неплохая реиграбельность. Даты выхода пока нет, но на странице Steam можно запросить доступ к плейтесту. Следующая игра сразу показалась мне занятной. Называется она Apple Crumble. Это якобы жуткий, но все равно уютный симулятор ходьбы, в котором нам нужно выяснить, кто пытается убить бабулю. Причем не просто кто, а кто из нашей собственной семьи. И нашу бабулю тоже, да. Плейтайм игры составит всего час-полтора, но мне выглядит прям интересной. Точной даты выхода пока нет. И также новый трейлер получила ожидаемая игра от компании, создавшей чудесную Martha is Dead — When Sirens Fall Silent. Психологический триллер расскажет историю начинающей полицейской Милы, что расследует дело о похищениях. Однако все больше и больше становится ясно, что дело там связано с чем-то более сверхъестественным. В игре будут затрагиваться тяжелые темы, а сюжет будет зависеть от того, как мы ведем дело. Точной даты выхода пока нет, но это должен быть 2027 год.
Следующая выставка была Wholesome Direct 2026, и на выставке уютных игр хочется выделить сразу момент. Fields of Mystery, которую хвалят очень многие, но я не буду, не в этот раз. И в целом что-то рассказывать про нее вряд ли нужно, и так она давно известна. Позже я отдельно сниму про нее и другие пиксель-игры видео про объективацию, а сейчас просто коротко скажу, что игра оказалась не такой уж уютной и инклюзивной, как мне бы хотелось, что в целом очень странно, учитывая, кто чаще играет в подобные игры. Ну, видимо, компанию ничего не смутило. Что ж. А теперь к играм с выставки. Tinker's Craft симулятор, сочетающий в себе 3D и пиксель-стили. Нам показывают разных милых зверушек, что строят и обустраивают свою деревушку, исследуют местность и какие-то руины. Мы можем также обустроить свое жилье, познакомиться с разными NPC-шками, крафтить всякое разное, сочетая между собой предметы и ингредиенты, комбинаций которых пока около 200 разных, к слову. Но, возможно, они будут добавляться позже. Даты выхода у игры пока нет. Игра Book Nook тоже выглядит довольно мило, и тут нам нужно будет собирать разные элементы из декораций, которые в свою очередь покажут различные собственные истории. На самом деле у меня в реале, мне кажется, не хватило бы на такое терпение, но в игре хотя бы не будет такого, что какая-то деталь потеряется или что-то пойдет не так, так что будто бы проще и интереснее, само собой, из рассказов. Даты выхода пока нет. Следующая игра — одна из тех самых Stardew-like симуляторов, и я на такое падка, и даже если одна за другой меня часто не разочаровывают, я не перестаю надеяться и верить, и хотеть поиграть. Называется Four Leaf Fields. В этом фермерском симуляторе есть особенность, что отличает его от других. Все вокруг совершенно маленькие, меньше морковочки, люди, живущие в своеобразном необычном городке. Мы будем выращивать гигантские плоды, сотрудничать с милыми насекомыми, которые выглядят совершенно очаровательно, а также общаться с NPC-шками. Плюс тут будет кооп. Секреты городка, сплетни, отношения, конечно, куда без этого, и исследование мира будто тоже стандартно, но все равно каждый раз в подобных играх есть что-то свое, что цепляет. Даты выхода пока нет, но в Steam можно запросить плейтест. Еще одна игра просто чудесно выглядит, и у меня сразу пустила в ностальгию по старым играм, что я очень любила. Еще со времен динозавров. О, кстати, вот вам текстовый спойлер к будущему видео. Итак, это Dressmaker. Будто и говорить много не нужно, все и так видно и понятно. Мы становимся портнихой, делаем выкройки, шьем, мастерим, чтобы выполнить прихоти горожанок. Выглядит она довольно детализированно геймплейно, и плюс мне показались героини очень прикольными по дизайнам. А еще тут можно погладить кошечку. Снова самое важное чуть не забыла. Итак, запланирована дата выхода на сентябрь этого года. Еще одна уютная игра под названием Design and Conjure позволит нам поиграть за ведьмочку, которая преображает разные места дизайнерскими решениями. Можно менять цвета, размеры, добавлять эффекты, общаться с NPC, помогать им. И при этом тут будет два режима: сюжетный и Creative, чтобы просто творить как захочется, то бишь. По сути, нас тут ждет медитативный успокаивающий геймплей, и тут я вспомнила Полину и Unpacking. Кто знают, те знают, извините. И так, когда выйдет, она еще неизвестна, но в Steam есть демо-версия. Ну и уже, наверное, всем известная Paralives, которая к этому моменту и вышла так-то, так называемая убийца Sims, как часто любят говорить, от энтузиастов, которые решили сделать подобие, при этом улучшив разные моменты игры. Типа улучшенного мебелирования, постройки или того же создания ГГ, где можно менять даже рост. Я сама попробовала ее на выходе, это было 25 мая, и могу сказать, что пока она в раннем доступе, я бы, наверное, не стала в нее играть. Я бы подождала еще, пока все пофиксят, пододелывают, подобавляют, потому что хотя она и выглядит неплохо и интересно, но еще сыровато. Ну, что, конечно, логично для раннего доступа. В целом-то она неплохая, вполне себе прикольная игра, хотя стиль сперва и показался мне и некоторым другим чуть странным, но это просто с непривычки и, возможно, постоянному сравнению с Sims. Но в любом случае, девочки, кто уже играла, пишите обязательно, как вам, что думаете и советуете ли ее. Далее была большая выставка Xbox Games Showcase, и одной из плюс-минус заинтересовавших меня игр была Clockwork Revolution. В новом трейлере более подробно показали этот стимпанковый RPG-экшен. Я еще сперва подумала, что мы тут будем ГГ-мужчины играть без создания, но походу все-таки там будет кастомизация, однако заметно это было как-то не изначально. Ну ладно. В игре мы будем путешествовать по времени, пытаясь изменить и исправить разные события. Нас ждут перестрелки, бои, диалоги и нелинейная история. Выйдет игра в 2027 году для ПК и Xbox. Новая Fable, которую лично я жду, выкатила новый трейлер. В нем Изабель, одна из героинь, толкает речь на фоне гор, попутно показывая разные сцены из игры. Трейлер, конечно, снова успели засрать, точнее даже женщин из него в большей степени, но новой Fable уже и не привыкать, казалось бы. Хотя лично я считаю, что они должны сделать прям хорошо, зайти с ноги вообще и выстрелить с этой игрой. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Релиз намечен на 23 февраля 2027 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox.
Уже анонсированная ранее Minecraft Dungeons 2 получила трейлер и дату выхода. В новом приключении продемонстрировали игровой процесс, новые локации и сильных врагов. Плюс ко всему, также есть делюкс издание, которое добавит скины и DLC. Выйдет игра 29 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox и Switch. Предзаказы уже открыты. Серия Hellblade получила новый анонс игры под названием Senua, что вообще-то было неожиданно для многих, включая меня. В трейлере Senua, кельтская воительница, застряла между жизнью и смертью. Также там показали геймплей с боевкой, врагов, окружение и ее способности. Действия этой игры будут происходить после Hellblade 2, и выйдет она в 2027 году для ПК, PlayStation 5 и Xbox. Еще одна офигеть какая игра анонсирована на этой выставке, потому что я не знаю как остальные, а я не ожидала, что спустя столько лет увижу это снова. Spyro A Realm Beyond. И я в Spyro играла с детства вообще еще с Сонькой 2, это была у меня одна из любимых игр. И тут вот вам оригинальная игра про известного дракошу. Нате, кушайте. В этом приключении нам предстоит снова исследовать мир, летать, заниматься всем тем, чем мы занимались в Spyro раньше, только плюс еще разное новое. И еще надо отдать должное графике, потому что, посмотрите, не знаю, мне нравится. Кстати, к Spyro вернется также его актер озвучки. Выйдет она в 2027 году для ПК, PlayStation 5, Xbox и Switch 2. Интересная экшен-игра от первого лица с магией под названием Magician's Devil's Deal показала свой трейлер. И в целом выглядела довольно неплохо и интересно. Как ясно из трейлера, да и из названия, мы связаны сделкой с дьяволом, благодаря чему у нас есть магические способности. Короче, колдун. В игре будет исследование мира, динамичные бои и развитие способностей. Его уже окрестили некоторые последователям Bioshock, но я, честно говоря, не совсем сказала бы, что они похожи. Релиз запланирован на 2027 год на ПК и Xbox. Очень интересная, как по мне, игра Resonance Plague Legacy, по крайней мере, я надеюсь, что она будет интересной. И плюс в сравнении с Оригом тут бои кажутся более динамичными. Действие этой части происходит за 15 лет до событий первой игры и рассказывает о путешествии Софии по древнему острову. Мне, возможно, чуть-чуть больше нравится тематика или даже атмосфера, наверное, первых частей, но я думаю, что это все равно будет ничуть не хуже сюжетно. Испытания, головоломки, битвы и эмоциональное повествование встретятся нам в этой игре, которая выйдет 27 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox. Ну и куда без игры Bad Magpie. На самом деле ее вроде показывали на нескольких из этих выставок. Это милое приключение про сороку мне понравилось из-за трейлера, потому что он показался даже забавным. Особенно среди всех этих экшенов и боев. Но мне стало чуть грустно, когда я увидела, что сорока у нас с одним крылышком. И в этом приключении нам нужно будет собирать безделушки, хотя это и далеко не все. По словам компании, в игре скрывается загадка, которую нужно раскрыть по мере прохождения. Выйдет она в 2027 году для ПК и Xbox. Последняя на сегодня выставка — это Women Led Games, и я хочу сразу сказать, что сегодня минутки игр от женщин не будет, так как, по сути, эта выставка и есть показ игр от женщин, которые либо создали, либо возглавляли женщины, хотя и не про все игры отсюда сразу понятно, и можно найти инфу, что их делали именно женщины. И ни сколько этих женщин в команде, ни что именно они делали, ни их имена. Не на всех играх так, конечно, но на некоторых было. Нам показали игру Ledger Lost, в которой мы сотрудница почтового отделения, причем единственная, и в довольно странном месте, если уж на то пошло. Наше отделение хранит тайны, которые мы, попутно работая привычной почтальоншей, должны раскрыть. Общение с жителями и жительницами городка, решение головоломок и, возможно, попытка выбраться из отделения — это наши предстоящие задачи. Дата выхода загадочного симулятора — 11 июня этого года. Уж не знаю, когда выпущу это видео, вдруг игра уже вышла, но демка в Steam тоже есть. Infurious — следующий хоррор в нашем списке, который еще и рогалик с карточными элементами. В игре как бы круги ада, погружаясь в которые мы сталкиваемся со смертными грехами. Мне лично сам трейлер понравился, так что я хотел бы попробовать игру, но насколько это будет интересно, я без понятия. Из того, что еще известно, у нас будет скрытность от первого лица, волшебный фонарь в помощь, управление способностями и ресурсами. В игре нужно выжить, раскрыв головоломки, выбравшись из пучины всей происходящей тут жути. Даты выхода пока нет, но в Steam уже есть демо-версия игры. Wales Echo — мрачная хоррор, но очень атмосферная, как по мне, игра с черным юмором, психологической глубиной и необычным визуалом. Мы играем за девушку, которая умерла, но нет покоя и в смерти, так что начинается новое приключение. Ей, конечно, ничего не ясно, но очень интересно, а единственное, что есть рядом, это летающий череп. В игре нас ждут загадки, общение и решения, которые меняют концовку. Самое забавное, обычно я радуюсь, когда в играх можно гладить котика, так вот, тут можно будет гладить монстров потустороннего мира. Нет, серьезно, не знаю, как вас, но у меня визуал прям капец трогает и нравится просто до жути. Дата выхода запланирована на 2027 год, но демка в Steam уже есть.
Ну и последнее, самое важное вообще, это анонс игры Barbie Horse Ride and Rescue. Настал час всех, кто любит и любила игры про Барби. В вестерн-стилистике нам нужно будет начать свое приключение на ранчо, исследовать открытый мир, искать, помогать лошадям, разгадать тайну, конечно, куда без этого, конные соревнования, построение связи с лошадками, изменение стилей кастомизации — это вообще бесспорно. Это все нас ждет в этой игре. И точной даты выхода у нее пока нет, но это должен быть 2027 год. На самом деле летом в целом очень много разных выставок и показов, и я охватила далеко не все. Крупные в целом уже прошли, но некоторые более мелкие и менее известные еще будут позже. Из дополнений, обновлений и улучшений в играх я быстро упомяну. Анонсировали дополнение к игре Mafia The Old Country. В дополнении добавляются 2 новые главы к истории Энса, а также новый режим свободной игры. Тут расскажется о восхождении Сальери в Сицилии, а в новом режиме можно будет зарабатывать деньги, выполняя разные новые задачи. Там же откроются коллекционные предметы и скрытые локации. Выйдет оно 14 августа этого года. Dead by Daylight, отмечая свое десятилетие, опубликовали анонс анонса, вокруг которого сразу стали строить теории. Анонс, наверное, странно звучит. Ну ладно. Я подумала первым делом на Pennywise вообще, но что там по факту будет неизвестно. В тизере сказали ждать 14 июня. Тоже уже скоро. Doom The Dark Ages также представили свое дополнение Revelations. Там добавят новую мрачную главу с, честно говоря, не менее мрачным на фейсе телом мужичком. Меня прям пробрало от этого ИУ. Новые уровни, сложные головоломки, новые секреты и враги, а также новый режим, включающий новые карты и снаряжение. Релиз запланирован на 7 июля. Также быстро по распродажам и раздачам. Прямо сейчас в Steam идет Bullet Fest, в котором по скидкам до 75% раздают игры с жанром пулевого ада. Продлится он до 15 числа. С 15 по 22 июня также будет большой фестиваль Steam Next Fest, праздник будущих новинок, где будет доступно множество демо-версий. Сейчас также идет фестиваль игры с Хорватии, который продлится до 15 числа, и скидки на нем достигают 80%. И там есть множество, кстати, интересных игр. Инди-фестиваль продлится до 15 июня тоже, и, как ясно из названия, там инди-игры со скидками до 50% и демками включительно. Ссоры, скандалы и индустрии у нас, конечно, не дремлют, но я про них не буду тут говорить, потому что просто все, что можно было, я сказала в прошлом видео. Ссылка будет в описании, я, может, еще тут вставлю, как оно выглядит, ну просто на всякий случай. Ну и плюс этот выпуск я в целом писала немножко дольше обычного, и я думаю, ничего, что я здесь сократила некоторые моменты, потому что, выставок было очень много. Я там знаю, что Мисси тоже должна была или должна будет записать про все это видос, рассмотреть всякие игры с небольших и уютных выставок, но я не уверена, когда выпущу сама этот видос и когда она выпустит. Поэтому просто имейте в виду, что у нее тоже можно глянуть больше, и ссылка на ее канал будет в описании. Кстати, пишите, как вам рамочка на видосах, потому что мешает ли она вам или нет. Я решила попробовать сделать с ней, будто бы вайбово выглядит и как-то более, знаете, индивидуально, что ли. Ну, если мешает, я, конечно, ее уберу, если отвлекает там. Но вроде бы неплохо получилось, нет? Я не знаю. На этом все, твинчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, то тоже нормально. Всем пока!